В апреле 2017 года Евразийская женская сеть по СПИДу начала реализацию нового проекта. Заполняя пробелы. Женщины, живущие с ВИЧ, в центре повестки дня после 2015 года. Проект реализуется при поддержке программы развития Организации Объединенных Наций. Он направлен на укрепление потенциала женщин, живущих с ВИЧ, и будет способствовать их участию в процессах национализации целей устойчивого развития в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Проект изучил возможности организаций гражданского общества, прежде всего организаций женщин, живущих с ВИЧ. Это позволило лучше понять процессы, связанные с целями устойчивого развития и их национализации на страновом уровне. На основе результатов этого анализа была составлена программа 2 тренингов. Тренинги были проведены 16-17 июня в Молдове и 21-22 сентября в Казахстане. Обучение прошли 23 женщины из 6 стран региона Восточной Европы и Центральной Азии. Сегодня в Казахстане у нас завершился второй тренинг, который мы читали для женщин-активисток в сфере ВИЧ. Он посвящен целям устойчивого развития, которые были приняты в 2015 году и которые будут продолжаться до 2030 года. Продуктом нашего тренинга получился план значимого участия активисток, которые работают в сфере ВИЧ в Молдове, и такой же план для женщин в Казахстане. И мы сейчас готовы поддерживать консультативно-техническую, предоставлять поддержку участницам до конца этого года. Цель устойчивого развития – это и те действия, которые мы делаем, это практически то же самое, что мы делаем каждый день, просто мы не знали о том, что это цель устойчивого развития, как можно это все связать и как можно использовать цели для аргументации перед чиновниками для того, чтобы достигать своих поставленных задач. Обучение было ориентировано на женскую аудиторию и было хорошо сбалансировано с точки зрения экспертизы со стороны структур ООН и женского сообщества. Тренинги проводились интерактивно и были максимально доступными для участниц в плане терминологии и понятий. Была дана общая информация о целях устойчивого развития, их связи с определением эпидемии ВИЧ, гендерным равенством, искоренением насилия в отношении женщин, а также сексуальным и репродуктивным здоровьем и правами. Представлены механизмы участия ВИЧ-положительных женщин в страновых процессах по локализации целей устойчивого развития. При подготовке обучения широко использовались материалы тренингов Международного сообщества женщин, живущих с ВИЧ, ICW. Организация и проведение тренинга проходили в тесном сотрудничестве с агентствами ООН, такими как ПРООН, ООН Женщины, UNFPA и UNAIDS. Потому что цели устойчивого развития, если их посмотреть, многие из них связаны с какими-то правами. Образование, здравоохранение, гендерное равенство, правосудие, экология, и так далее, трудоустройство, экономический рост. То есть эти многие вещи, они напрямую связаны с реализацией прав человека, с тем, чтобы человеку стало жить легче и комфортнее. Мы считаем, что сексуальное и репродуктивное здоровье вообще находится на основе всех целей устойчивого развития, потому что до тех пор, пока люди, особенно женщины и девочки, которые самые уязвимые, не будут иметь доступ к сервисам, не будут иметь доступ к услугам, к информации, очень трудно будет говорить о каком-то устойчивом развитии, да, и о других сферах и темах. По завершению тренингов участницы поделились своими впечатлениями, а также рассказали о планах на ближайшее будущее в контексте работы по целям устойчивого развития в своих странах. В нашей стране относительно ЦУР и ВИЧ я не слышала, чтобы что-то где-то было прописано. Встречи проводились, встречи были, но лично я на них не участвовала. И я, конечно же, наверное, в первую очередь выйду на тех людей, которые этим занимаются, и постараюсь подключиться к тому процессу, который идет в нашей стране. И еще мне интересно, на какой стадии сейчас находится отчет по выполнению ЦУРа в нашей стране, потому что я на самом деле об этом не задумывалась до этой встречи. Ну, наверное, самое главное, что я узнала вообще про цели.
да, устойчивого развития. И если раньше мне казалось, что это очень сложное, глобальное, и мы никак повлиять на это не можем, а только там ООН, да, там какие-то другие страны, то сегодня я благодаря этому тренингу видела, что я могу на месте сделать, и что другие члены команды, не в зависимости, входят они в координационные советы или это просто клиенты, какую они лепту могут внести для того, чтобы там через 2, через 5, через 10, через 20 лет остановить эпидемию раз, и, во-вторых, улучшить качество своей жизни и своих близких, это 2. Но я точно знаю, что я приеду в Одессу, и я первое, что узнаю, есть ли у нас при областной городской администрации совет по гендерным вопросам, и обязательно, если есть, я сделаю все возможное, чтобы войти туда и на том уровне также поднимать вопросы проблем женщин, в том числе ВИЧ-позитивных женщин. Для меня важно, чтобы были стандарты оказания помощи, чтобы я не была за бортом медицинской помощи. То есть, когда я рожаю ребенка, для меня очень важно, чтобы была доконтактная профилактика по ВИЧ-инфекции. И на сегодняшний день ни в Российской Федерации, ни в Молдове эта доконтактная профилактика недоступна. То есть, да, у меня здоровый ребенок, но это вопреки. Мне очень понравилось то, что мы сошлись в одном мнении, что для нас главной, приоритетной целью, да, стало то, чтобы внедрить именно женщин, живущих с ВИЧ, в разные структуры государства. И мне кажется, что исходя из этого будут потом решены другие второстепенные задачи, которые мы запланировали. Как-то все вот так вот сложилось в один пазл. Я понимаю, как применять это в моих инструментах, в альтернативных отчетах, как с точки зрения ЦУР, может быть, добиваться тех целей, что мы себе ставим, потому что обязательства государства, закрепленные в каком бы то ни было документе, это всегда действенный метод лоббирования каких бы то ни было интересов. Что мне понравилось, мы здесь говорили все вместе, были несколько городов, то есть мы говорили о всем Казахстане, мы говорили о разном опыте. Мы говорили о женщинах в селах, мы говорили о женщинах в тюрьмах, мы говорили о кризисных центрах, о насилии. И это для меня было очень круто. Мы, в принципе, в конце и пришли к тому, что нам нужно общаться, нам нужна эта обратная связь, обмен опытом. Очень классно было, что мы поговорили о том, как цели устойчивого развития реализуются уже в наших программах, и что мы можем сделать лучше, как мы можем использовать этот инструмент в разговоре с представителями властей. Для меня главные цели – это то, что действительно там инновации, новые технологии. И я хочу, чтобы мой мир был шире, круче, больше. И это есть все в целях устойчивого развития. Я прям соотношу себя с этими целями. Все эти результаты были бы недостижимы без значимой поддержки национальных партнеров. Фонда помощи женщинам, живущих с ВИЧ из Казахстана, Ассоциации ЕВА Россия, Молдавской общественной организации «Позитивная инициатива» и благотворительной организации «Позитивные женщины» из Украины.